33 преимущества и показывает ваше отличие, где мы садимся и думаем, почему ему нужно купить. И когда мы делаем эти 33 преимущества, что у меня есть, там и будет отличие. То есть камень есть камень. Вы продаете один и тот же камень, ну, грубо говоря, щебень и щебень. Но одни доставляют за 6 месяцев, я за 2 недели. И это мое отличие, почему он нужен купить. Кто-то за 6, я за 2 недели. Кто-то в 5 часов работает, вы можете в любое время суток позвонить, мы отвечаем. У вас гарантия 14 дней, если не понравилось везде, у нас 30. Получается, за 30 дней, что бы ни понравилось, через 30 дней мы полностью делаем возврат, допустим. Да? Все логистикой растаможку делайте сами, идите туда-то, делаем вам растаможку. Вот сам продукт останется продуктом. В Америке есть магазин, который сказал, мы будем делать самые дешевые цены. Там одно и то же молоко, один и тот же кефир, как и во всех супермаркетах. И он по самой дешевой цене. Они продают только абонемент. Чтобы туда зайти, ты должен купить абонемент. Но они говорят, у нас дешевле. Ну, чтобы зашел на дешевле, должен купить абонемент. Если возьмем $150, как бы я сказал, $150, я бы сказал бы, вход в наш клуб 41 цент. Где бы вы ни жили бы, 41 цент в день. Все. Поэтому наш вход в клуб стоит не $150, а 41 цент в день. То есть я бы вот так бы позиционировался бы. Покажи мне деньги. И уже вот это, да, конечно, заплачу. Вообще, я даже никто, понимаете, 150 еще как-то мысли, но это тоже ничего, конечно. А для Америки вообще ничего. Вообще, как бы ты не можешь подумать. Но когда у тебя 41 цент в день, мы говорим, это, ну, как бы, у нас в туалет сходить 50 центов стоит. Поэтому вот здесь это тоже будет оффер. Как я скажу, он говорит, сколько стоит? Да? 41 цент. Сможете это позволить? Любой вам скажет да. Все окей. И это я к чему говорю, что вот они сделали отличие, сделали самые низкие цены, да, и за счет этого, пожалуйста, приходи, бери. Вот тебе самое большое отличие. Поэтому мы когда делаем преимущество, мы уже понимаем, что у нас есть, что другие не делают. И бывает, одно преимущество становится самым решающим. Я, значит, это был 16-17 год. Постоянно ездил в корпоративный тренинг. У меня примерно было 200-250 проданных дней. Выберу один или второй отель и пойму, какой самый лучший, и потом всегда в одном и том же месте. Вот я приезжаю, чекаюсь, говорит, у вас там и там, ну, комната снята, где будете выступать, там туда фирма придет. Начало у вас, я вижу по плану, комната там в 9 часов. Во сколько вы будете вставать? И такой, говорит, завтрак начинается там в 6, во сколько вы будете вставать? Я такой, думаю, нахрен меня спрашивают это? Я такой, в 7. Говорит, окей, вас разбудить? Я такой, да, разбудить меня можно в 7, да. Говорю, окей, хорошо, мы вас разбудим. Скажите, обувь вам почистить? Это включено. Такой, не задумался, но если включено, давайте почистим. Окей, хорошо, без проблем. 2 вещи. Я приезжаю в отель, в другой, где я тоже постоянно сижу на баре, вечером общаюсь, знакомлюсь с человеком, говорю, и это оказывается не владелец отеля, а руководитель. Я ему говорю, слушайте, а вы, кстати, можно кому здесь подойти, чтобы меня позвонили и разбудили? Он говорит, Владимир, это невозможно. Я говорю, то есть невозможно? Говорит, это нельзя сделать. Он такой, да? Понял. То есть там можно в голове, а у этих нет. Все. То есть я понимаю, в какой отель я при выборе 2 выберу. А обувь почистить можно у вас? Да, у нас есть там лист, это сколько стоит. Там бесплатно, а тут стоит. Кого я выберу? Хотя тот отель дороже. Ну там меня будет, чистит обувь и так далее. И это преимущество будет для меня важнее. Поэтому какие-то люди скажут, да, мне все равно, я сам встаю, я будильник поставлю. Да, я не знаю, сам почищу обувь. Понимаете? Ну те люди, которые, это важные цены, ну там еще есть, грубо говоря, пакет преимуществ, скажем так, которые в совокупности будут вам, ну как бы, ценнее. И это будет являться отличием, потому что по итогу ты приехал, лег спать, поспал, встал, там, не знаю, помылся в душе, да, и поехал. Но это все равно будет другой амбиент, другое отношение, другой завтрак, другой все. И когда мы говорим, все связываем, все пятерки с друг другом сравниваем, то там будет разница вот в этом, в мелочах. Одни это делают, другие говорят, что это нельзя. Для начала нужно понять главное. Что главное? Ложки не существует. И вот на этом будет результат. Поэтому почему клиент будет покупать, в 33 преимуществах это будет заложено у вас. И вы сами будете понимать, почему клиент купит у вас и должен купить. Потому что в других у него вот этого нет, этого нет, этого нет, этого нет. И тогда у нас, возвращаемся к тому, что мы говорили, когда я веду клиента по телефонному разговору на закрытие, встречу, я не боюсь, что он разочаруется.
Потому что я знаю, у меня за спиной заготовлено 33 преимущества, почему клиент должен купить у меня. Должен, потому что если не купит, это будет глупо, это он потеряет. А когда я этого не знаю, я становлюсь одним из продавцов для потребителя. У меня продают тогда камень, я продаю тогда просто камень. А мне нельзя продавать ни камень, ни кружку, ни там маску для лица или инъекцию какую-нибудь. Я должен продавать уже результат, эмоцию, состояние и его доминантный мотив. Если его доминантный мотив я продаю, то, что движет, все. Потому что если эта бы кружка не раскрывала, доминантный мотив будет раскрытие. Я хочу удовольствия, да, радость, удовольствие, мой мотив будет раскрытие запаха чая. И если вот этого бы не было, тогда я сказал, я подумаю. А я подвел и дал самый главный мотив. И человек говорит, да, я такое хочу. Все, я его закрываю. Тогда мне его даже закрывать не надо. Мне только уже нужно, не слить клиента, не прыснуть ему чаем в лицо, как говорится. Сказать, окей, хорошо, как будете оплачивать? Наличкой или по карте? Все, он уже закрыт. Он уже закрылся сам. Это очень важно. Это просто, это очень просто, но оно настолько просто, что мы сами себе усложняем. Как только вы поняли, все, мы его спокойно можем привести. Расставить эти сети, чтобы он сам будет заходить в то, что ему нужно. И сам себе это продаст. Мы только подведем ему к этому и дадим возможность сказать, вот, все, окей, как хотите. Вам одну или две запаковать? Вы одну хотите или целый сервис? Сервис. А какой есть? На 4, на 6, на 12. Да? Сколько стоит? Вот у меня 3 цены. На 4, на 6, на 12. Я ему показываю. Скорее всего, какой он возьмет? Скорее всего, серединный, на 6. Но если возьмет на 12, я тоже буду рад. А если он возьмет на 4, я тоже буду рад. Чтобы он не взял, я второй раз дал ему выбор без выбора. Я сделаю ему предложение, от которого он не сможет отказаться. 2 раза это сделал. Только поднял еще свой средний чек. Он пришел за кружкой за 20, купил сервис за 200. Ну, тоже хорошо. А шел за кружкой, чтобы раскрывался чай. Работая над этими преимуществами, мы одновременно и создаем другие, да, вот те, которые у нас есть в настоящем времени, и мы, думая об этом, мы их добавляем уже и которые хотим внедрить еще, да? Мы можем внедрить, скажем, вот это у меня нету, а мне надо, давайте я внедрю. Я же могу добавить до продукта, могу. И тогда оно и выстреливает вот это вот отличие потом да, и там, и там, и там. Сделать из этого, расширить это так, что еще к этому, грубо говоря, маркетинг включить. Для того, чтобы быть экспертом в этой всей истории. Да, чтобы мой клиент ассоциировался, что когда он думал о брусчатке, я приходил в голову. И поэтому вот этими вещами, когда мы делаем 33 преимущества, мы можем уже там добавить, что еще могу добавить, что я могу добавить, что сделать. И потом это красиво запаковываем. И когда мы уже ведем аргументацию, мы закидываем, не надо 33, надо 3. От 3 до 5 хватает, чтобы... Поэтому это очень, очень важный инструмент, который обязательно нужно делать. И говорить его на языке клиента, чтобы это было клиенту понятно.